Лучшие люди планеты. Представитель Всемирного информационного холдинга 1 Bloomberg сказал, оно же АБС, в данном случае Wall Street Journal. Wall Street Journal, yeah. Пишет, значит, вот это чудесное издание, что Китай выдвинул России условия для продолжения переговоров о строительстве газопровода «Силы Сибири-2». Цена поставляемого в КНР газа должна быть такой же, что и для внутреннего российского потребителя. Давайте цитату. Это искрометная просто цитата, мне очень понравилась. Мы сейчас ее как зачитаем? Прошу прощения, давайте для начала список. Не цитату, список. У нас есть список. Значит, Wall Street Journal: Китай хочет покупать газ из «Силы Сибири-2» по внутрироссийским ценам. СМИ узнали главные условия Китая по «Силе Сибири-2». Чего хочет Пекин? СМИ назвали главные условия Китая по «Силе Сибири-2». Wall Street Journal: Китай потребовал внутренних цен на газ для строительства «Силы Сибири-2». Это заголовки. Я думаю, если была 5-я строчка, там раскрыли бы самую страшную тайну. «Газпром» доплачивает Китаю за то, что получит право поставлять газ. Где-то по $1000 за 1000 кубометров доплачивает. Вот она, самая искрометная правда. В общем, почему мы взяли за эту тему? Потому что у нас все практически, за очень, очень небольшим исключением, и там, где исключение, там, я знаю, просто очень профессиональные люди работают, которые, на это не ведутся. Даже если очень хочется. Но у нас практически все взяли и перепечатали статью из Wall Street Journal. Это ж Wall Street Journal, это ж не просто так. Это ж, Wall Street Journal. Что ж вы, как мы можем не перепечатать, если в самом Wall Street Journal со ссылкой на... Почему я рассказываю? Давайте мы прочитаем, что у нас пишут со ссылкой на Wall Street Journal. О чем речь, собственно говоря. Давайте цитату, если можно. Китай согласится на строительство газопровода «Силы Сибири-2» только если Россия будет поставлять топливо КНР по цене для внутреннего рынка. Такое условие Пекин озвучил российской стороне, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Не могут же Это ж не может быть выдумкой, не так ли? По словам собеседников газеты, переговоры прошли до майского визита президента Владимира Путина в Китай. Китайские чиновники сообщили главе «Газпрома», что без принятия предложенной ценовой модели соглашение подписано не будет. Wall Street Journal расценили требования Пекина как предложение российской стороне фактически субсидировать проект. Китайские чиновники также рекомендовали Москве не возвращаться к теме строительства газопровода до выполнения этого условия. У меня первый вопрос. Есть ли переговоры между «Газпромом» и CNPC? Причем тут чиновники? Покупают... Чиновники. Какие Источники. Источники. Чиновники. Нет, там на самом деле, вот здесь очень мягко изложили, а там статья вообще озаглавлена в стиле «Си Цзиньпинь восхищался Владимиром Путиным, но теперь Владимир Путин младший партнер». То есть это вообще не про газ статья. То есть статья, она не про газ. Она про то, как Си Цзиньпинь вот теперь, понимаете, управляет фактически Россией, что Владимир Путин всем пообещал, что сейчас мы... Где? Перед визитом в Китай, что сейчас мы подпишем соглашение. Если кто-то видел, скиньте, пожалуйста. То, что мы сейчас подпишем соглашение... Журнал отдельный Владимир Путин, отдельная Россия и отдельный Си Цзиньпинь. С этим невозможно спорить. В общем, Си Цзиньпинь такой: дайте нам газ по своим внутренним ценам. Тут, правда, вопрос. Хорошо, если мы соглашаемся и поднимаем цены. Окей, прописываем по внутренней цене и цену поднимаем в 5 раз. Что вы будете делать? Ой, просчитались, но где? Причем тут чиновники? Какие чиновники? Переговоры между «Газпромом» и CNPC. Какие... Вдруг кто-то не понимает? Такое может быть. Вот, например, авторы Wall Street Journal этого не понимают. Хотя, казалось бы. Руководители государств в отношении компаний. Сейчас. Они не ведут переговоры о ценах на энергоресурсы. Я понимаю, во вселенной, где Трамп подписывает с Урсулой фон дер Ляйен соглашение на 750 миллиардов долларов, евро, в общем, чего-то там на покупку энергоносителей, кого, с кем, кто покупает, кто продает, неважно. Вот в этой вселенной, конечно, да. Вот Си Цзиньпинь и Владимир Путин такие: продашь газ? Продам. А почем? Нет, я беру только по 50. Кстати, $50 у них там было написано, но
чудесные авторы Wall Street Journal, так как они просто пересказывали слухи, которые публиковали год назад Financial Times, они не посмотрели, что курс рубля к доллару изменился. И у нас сейчас, немножко больше долларов оказывается в каждом рубле, поэтому наши внутренние цены сейчас выше $50 немножечко. Самую малость. Там людям не до того, я понимаю. Тем более не до того Си Цзиньпиню, когда он выдвигает условия. Он же не будет обращать внимание на все это. Он работает финансовым директором CNBC. Очень может быть. Кстати, может, мы чего-то не понимаем, а там структура... Но у нас люди ведь на полном серьезе... А давайте вот сейчас прям процитируем Wall Street Journal. Не пересказ, более мягкий, а прям процитируем Wall Street Journal. Перед тем, как Путин совершил свою 14-ю поездку до встречи с Си Цзиньпином в Китай, он публично дал понять, что две страны заключат прорывное соглашение по энергетике. Кому дал? Публично дал понять, все нормально. Действительно, его майский визит преследовал единственную цель. Нет, не так. Единственную цель. Вот так. Хорошо. Убедить Си Цзиньпиня дать добро на строительство второго газопровода. Внимание, второго газопровода между Россией и Китаем, известного как «Сила Сибири-2». Я вот сейчас, оставьте, пожалуйста, цитату на экране. Я вот сейчас паузу сделаю и поясню, почему я выделил это. Я понимаю, авторы Wall Street Journal, извините, сейчас за низкий слог, не отдупляют, о чем они говорят. Но несмотря на то, что «Сила Сибири-2» это как сиквел голливудского фильма, то есть была «Сила Сибири», а теперь «Сила Сибири-2», значит, это вторая часть. «Сила Сибири-2» это третий газопровод. Стоп. Вот сейчас я Александру все объясню, он не понимает мудрости. Второй газопровод. То, что идет с Сахалина, это трубопровод. Все. Сейчас работает «Сила Сибири», а с 27 года, скоро уже, будет работать дальневосточный маршрут поставок российского газа в Китай. Но это будет трубопровод. А «Сила Сибири» газопровод. Вот оно что. Ну что ж, в таком случае... Вот мне кажется, Борис Леонидович могли бы взять на работу Wall Street Journal. Я вот сейчас не знаю, похвалил ли... Я бы там такого написал. Значит, проекта, который разрабатывается уже 2 десятилетия, и в котором Москва... Кстати, как там ваш Keystone в Соединенных Штатах? Сколько он уже разрабатывается? Давай драму дочитывай. Который разрабатывается уже 2 десятилетия, и в котором Москва отчаянно нуждается. Но российская делегация, прилетевшая в Пекин раньше Путина, натолкнулась на кирпичную стену. Ребят, надо же было по ковровой дорожке идти, что ж вы в стену-то пошли. Китайские официальные лица ясно дали понять прибывшему с визитом главе российского государственного газового гиганта «Газпром», что они подпишутся на строительство газопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, которая ниже рыночной, по которой его реализуют внутри страны, по словам людей, знакомых с ходом переговоров. Это Financial Times, да? По сути, Пекин просил Кремль субсидировать этот проект. Это вот... Сейчас. 2 газопровода уже есть. То есть один вот строится и скоро запустится, по нему есть контракт. А второй трубопровод? Все, вы запомнили эту шутку. Я сейчас... Тут и так, вот все, что мы читаем, это такой горячечный бред, вот просто в основе своей. То есть, во-первых, второй газопровод. Окей, людям не до того. «Сила Сибири-2», значит, второй. видел, что стена была не кирпичная, а бетонная. То есть, вот откуда? Великую китайскую стену. Просто вот вышли из самолета, китайская стена великая. Так вот, почему чиновники об этом говорят? Вот просто как люди себе это представляют? Давайте так, вот представляете, ведет «Газпром» переговоры с, «Казмунайгазом». И тут подходит чиновник, допустим, из Министерства иностранных дел и говорит, Российской Федерации, говорит: не подписывайте контракт, если там не будет вот такая-то цена. Хозяйствующие субъекты посмотрят на этого странного человека и спросят: ты кто? И справедливо спросят, потому что у каждого есть какие-то свои обязанности. Я понимаю, у нас тут тирания, у нас тут автократия, у нас с Китаем, если что. И у них, и у нас. Поэтому Путин и Си Цзиньпинь, они цены назначают, они за всеми переговорами следят. Это, по крайней мере, в мире, где «Сила Сибири», а у нее есть сиквел «Сила Сибири-2». А третьего газопровода
Ну, автору не сказали, поэтому он не в курсе, его не существует. Потому что он, как выяснили, трубопровод, а не газопровод. Вот в этом мире, да, может быть так. Но в нашей серо-обыденной действительности, знаете, хозяйствующие субъекты сами разбираются, по каким ценам они покупают, это первое. Второе. Если уже есть газопроводы, то по ним есть контракты действующие. По этим действующим контрактам газ поставляется, по неким ценам, которые определяются формулой, прописанной в каждой из этих контрактов. Формула подразумевает, что каждый квартал цена пересматривается. Это нормально, это у всех так. Либо не квартал, как договорятся. Тут квартал. Для простоты. Вот о том и сейчас. Каждый квартал пересматривается цена. И вот эта цена, скажем так, в несколько раз выше наших внутренних российских цен. И вот представьте, покупатель говорит: да, Ормузский пролив перекрыт. Да, мы недополучаем сжиженный природный газ из Катара. Да, на мировом рынке явно дефицит. И этот дефицит будет лишь усугубляться по мере завершения лета в условиях прекращения поставок из Катара. Но мы, подписав до этого контракты, в рамках которых цены кратно выше, хотим цену кратно ниже. Продавец, на мой взгляд, в этой ситуации должен так внимательно посмотреть в глаза автора такого чудесного высказывания и сказать: походи по рынку, поищи. Не вопрос. Походи, поищи. Кстати, есть еще, говорят, Малакский пролив. А Штаты что-то со своими корабликами туда-сюда носятся. Через Малакский пролив какие-то тоже объемы идут. Ормузский пролив перекрыли, Малакский пролив. Вам труба нужна? Это если вот как-то так. Я человек местами добрый, поэтому я предлагаю посмотреть на статью Wall Street Journal не как на горячечный бред, а как на некоторые недопонимания. Автор, который не в курсе, сколько там газопроводов проложено между Россией и Китаем. У меня есть версия, что он как раз натолкнулся на стену кирпичную, прежде чем писать. Нет, стоп. А может, в рамках обсуждения упоминалась привязка к биржевой цене внутри России. У нас есть биржа, международная товарно-сырьевая, и на ней торгуют газом. К примеру, могло такое быть? Могло. Газ на этой бирже стоит немножко дороже. Прям немножко. Каждый желающий может зайти на сайт, кстати, посмотреть. Немножко дороже, чем регулируемые государством. При поставках по регулируемым государством ценам. Можно привязать к нашей бирже, да. Это как бы привязка к внутренним ценам будет. Автор слышал звон, да не знает, где он. И давайте последний тут. Дрон малый НПЗ влететь не может. Ладно, тут вопросы Звон потом. После встречи с кирпичной стеной, это явление. С ним надо бороться. В общем, дорогие друзья, тут еще были вопросы, но давайте так, если эти вопросы прям важные, запомните их и задайте в следующий раз. Присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 5 часов вечера. Геоэнергетика лайв. Если вдруг нас оказалось мало, то в известных вам социальных сетях «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым, Борис Марцинкевич и «Геоэнергетика Инфо». Ну а на сегодня... Читая новости, обращайте внимание на источник. Иногда их надо не читать, а сразу начинать смеяться. Вот как в данном случае. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru.
Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.